Друзья, всем привет! Что вы знаете о миграциях животных? Да, это одно из самых завораживающих, восхитительных явлений природы. Животные собираются в огромные стаи и отправляются в долгий путь. Но что заставляет их срываться с места и перемещаться за сотни километров, преодолевая множество опасных преград? Досмотрите это видео до конца и узнаете, почему миграции являются неотъемлемой частью естественного процесса и почему они вызывают восторг у туристов. Представляем десятку самых впечатляющих миграций животных. Поехали! Золотые скаты – огромные обитатели Мирового океана, которые относятся к надотряду пластиножаберных хрящевых рыб. Каждый скат достигает примерно 2 метров в длину и 2 в ширину. У них есть ядовитое жало и расширенные грудные плавники, сросшиеся с головой. Ядовитые шипы могут серьезно ранить человека, но попасть на людей скаты могут только под угрозой смерти. 2 раза в год около 10 тысяч особей собираются в стаю, окрашивая поверхность океана во всевозможные оттенки золота. Так начинается миграция скатов. Весной они уплывают на север, а осенью возвращаются на юг. Морские звери передвигаются в пределах Мексиканского залива, от полуострова Юкатан до Флориды и обратно. Золотые скаты следуют теплому течению у самой поверхности воды в поисках пищи. Многие туристы приезжают, чтобы понаблюдать за этим уникальным природным явлением. Во время экскурсионного тура на катерах можно увидеть прыжок золотого ската над водой. Взмахивая плавниками, словно крыльями, он поднимается вверх на несколько метров, а затем погружается обратно в воду. Такое представление оставляет неизгладимое впечатление. Северные олени. Эти животные – мастера по выживанию в экстремальных условиях. Северные олени, или, как их называют в Северной Америке, карибу, имеют самый длинный маршрут миграции. Каждый год 3 миллиона оленей начинают перемещаться по арктической тундре. Чтобы выжить, карибу вынуждены кочевать к югу в период суровых зим и возвращаться к берегам Северного Ледовитого океана летом. Огромные стада, проходящие свыше 2000 километров по самым труднодоступным местам нашей планеты. Во время миграции самки приносят потомство. Новорожденный теленок встает на ноги уже через час после рождения, а через несколько часов может бежать со своей мамой. Около 40% телят теряются в дороге и остаются ждать маму на месте. Если самка не вернется за своим детенышем, то он погибнет, ведь другая мама не примет чужака. Многие взрослые особи тоже не доходят до конечной точки маршрута. Некоторые из северных оленей стают добычей хищников или охотников. Некоторые, несмотря на превосходное умение плавать, тонут во время переправы через водоем. Зеленые морские черепахи. Этот вид обитает в тропических и субтропических районах Мирового океана. Особенно часто встречается в водах Тихого и Атлантического океана. Большую часть жизни рептилии проводят на одном месте, где кормятся водной растительностью. Половое созревание у зеленых черепах наступает в возрасте 10 лет. Тогда они преодолевают сотни, иногда даже тысячи километров, чтобы отложить яйца на пляжах в теплом песке. Например, рептилии, живущие у берегов Бразилии, ежегодно мигрируют для откладки яиц к уединенному острову Вознесения, преодолевая расстояние около 2000 километров. Прибыв на побережье, черепаха откладывает 3-4 порции яиц и только потом отправляется назад к своим обычным местам кормежки. Исследователи пришли к выводу, что рептилии не всегда могут найти правильный маршрут, однако у них есть способность быстро переориентироваться, и рано или поздно черепахи прибывают в нужное место. Через 45-60 дней в черепашьих гнездах вылупляются детеныши. Черепашки не сразу покидают место появления на свет. Первые малыши ждут, когда из оболочек освободятся все остальные, и только тогда все вместе направляются к морю. Маленькие черепашки целеустремленно держат курс, словно им что-то указывает верный путь, пока не достигнут открытого океана. Это первая миграция малышей, которая называется периодом безумия и может продолжаться непрерывно 24-36 часов. Ласточки.
Самая известная перелетная птица в мире. Ласточки обитают и выращивают потомство в северном полушарии, в Европе, Азии, Северной Америке. Они живут в деревнях возле людей, прикрепляя свои гнезда под крышами построек. Птицы питаются насекомыми, тем самым помогая аграриям контролировать численность вредителей урожая. В холодное время года ласточкам нечем кормиться, и осенью они вынуждены мигрировать в южное полушарие нашей планеты – Австралию, Аргентину, Африку. Период с конца сентября до середины октября птицы собираются в стаи и начинают свое путешествие, которое длится 50-70 дней. Ласточки являются рекордсменами по миграционным перелетам, преодолевая маршруты длиной около 13 тысяч километров. За сутки птицы могут пролететь около 200 километров. Около середины мая ласточки возвращаются с зимовки. Взрослые особи обладают отличной памятью и могут вернуться в прошлогоднее гнездо. Дома самки откладывают яйца и 12-13 дней высиживают. Через 20 дней выкармливания под конец июня птенцы вылетают из гнезда. Лососи. Миграция этих рыб является одной из наиболее зрелищных. Лососи обитают в Тихом и Атлантическом океане. В соленой воде они могут жить до 3 лет, пока не наступит время нереста. Самки в сопровождении самцов должны найти место в пресной, быстро текущей воде. Путешествие в одну сторону может длиться больше 2 лет, а маршрут тянуться около 5000 километров. Путь очень тяжелый. Рыбы вынуждены плыть против течения, перепрыгивать водопады, плотины, пороги, избегать хищников. Из 1000 особей до нереста доживает 1. Добравшись до нерестилища, самка делает до 30 ямок на дне реки и откладывает туда около 20 тысяч икринок. Затем самец поливает отложенную икру семенной жидкостью, молоком. Через 3-4 месяца появляются личинки, которые вскоре превращаются в мальков. Теперь молодые лососи начинают свою первую миграцию, плывут обратно в воды океана. Благодаря отличному обонянию рыбы возвращаются в то место, где родились, чтобы отложить потомство. Примечательно, что лососи покидают океан, имея серебристый окрас и отличное здоровье. Когда наступает время размножения, рыбы становятся темно-красными и покрываются пятнами. У самцов загибается челюсть, кожа покрывается чешуей, а на спине вырастает горб. Сразу после нереста обыкновенный лосось возвращается в океан, а тихоокеанский погибает. Красные крабы. Этот вид ракообразных обитает в Австралии на острове Рождества в Индийском океане. Сезонная миграция красных крабов является достопримечательностью острова. С приходом первых ливней примерно с середины октября у животных начинается брачный период. Более 50 миллионов крабов на протяжении недели перемещаются из тропических лесов на побережье океана, чтобы отметать икру. Сначала идут самцы и выкапывают норки в песке, где пройдет спаривание. Затем к ним присоединяются самки, которые на протяжении 3-5 дней откладывают икру. Молодые личинки развиваются, превращаются в маленьких крабов и через месяц по тому же пути отправляются домой в лес. Во время миграции только под колесами автомобилей гибнет до 1 миллиона красных крабов. Поэтому на острове прикрывают трассы, везде ставят предупреждающие знаки. Волонтеры устанавливают временное ограждение и специальные мосты для крабов. Дороги выглядят как будто усланы красной дорожкой. Местные жители находят красных путешественников на дверях домов, в школьных классах, в магазинах и даже в собственных ваннах. На это удивительное зрелище ежегодно со всего мира съезжаются фотографы и экологи. Антилопы гну. Великая миграция антилоп гну в Восточной Африке – одно из самых потрясающих явлений в дикой природе. Ежегодно в период с июля по октябрь парнокопытные начинают свое путешествие, чтобы найти свежие пастбища и чистую воду. Спасаясь от засухи, антилопы гну мигрируют из национального парка Серенгети, что в Танзании, в Кению, в природную биосферную зону Масаи-Мара. Антилопы идут не одни, а вместе с зебрами и газелями. Для парнокопытных это опасное путешествие. Надеясь на легкую добычу, за ними следуют хищники – гиены, львы, гепарды. Кроме того, множество особей погибает в пути от голода, жажды, переутомления. Из почти 2 миллионов животных до места назначения не доходят примерно 250 тысяч.
Начиная с декабря в Мара наступает сезон засухи. Антилопы гну возвращаются обратно в сторону Танзании, чтобы подготовиться к отелу. В период с января по март появляется на свет большинство телят. Точное время большой миграции сказать невозможно, так как оно зависит от сезона дождей. В период с июня по ноябрь Танзанию и Кению посещают множество туристов. В это время реку Мара пересекают антилопы, и можно сделать впечатляющие снимки. Бабочки-монарх. Мигрующие бабочки Данаида монарх обитают в Северной Америке. Каждую осень миллионы насекомых перемещаются из Канады на юг в Калифорнию и Мексику. Там они зимуют до весны. Перед миграцией бабочки собираются в огромные колонии и так облепливают хвойные деревья, что те становятся оранжевого цвета. До 100 тысяч особей садится одновременно на одно дерево, что выглядит фантастически. Это одни из немногих насекомых, которые могут преодолевать 3-4 тысячи километров. Любопытно, что ни одна из бабочек-монархов не совершала полное путешествие. За период миграции сменяется от 3 до 4 поколений. В пути самка откладывает яйца, из которых выводится потомство. Продолжительность жизни насекомых слишком коротка. Те, кто появился на свет в начале лета, живут всего 2 месяца. Бабочки, появившиеся ближе к зиме, имеют особую форму существования – диапаузу. Это нейропродуктивная фаза жизни, во время которой замедляются процессы старения, что позволяет бабочкам пережить зиму. Императорские пингвины – самый крупный подвид в отряде нелетающих птиц. Пингвины живут на льдинах вокруг Антарктиды, а для размножения мигрируют на материк. Эти уникальные птицы могут выдерживать холод до минус 60 градусов Цельсия и нырять на глубину более 200 метров, оставаясь под водой до получаса. Императорские пингвины из всех видов пингвинов заходят далее всего на юг. Они начинают мигрировать к нерестилищам в конце апреля, когда заканчивается антарктическая зима. Птицы объединяются в пары и формируют колонии до 10 тысяч особей. На материке гнездовые колонии пингвинов располагаются в местах, имеющих защиту от ветров и доступ к морской воде, чтобы кормить малыша. Самка откладывает яйцо и отправляется в море за добычей, оставляя потомство на самца. Пока самка откармливается, ее партнер греет яйцо около 70 дней, вплоть до появления малыша. Новоиспеченная мать возвращается, когда птенец вылупляется. Затем самец уходит на охоту на несколько недель, пока самка его заменяет. В общей сложности императорские пингвины проводят на материке около 10 месяцев. Когда потомство подрастает, птицы мигрируют назад на льдины. Молодые птенцы отправляются к морю только к началу следующей зимы, когда окрепнут, чтобы кормиться самостоятельно. Дельфины-белуха. Эти необычные млекопитающие водятся в морях Северного океана. Взрослые особи окрашены в белый цвет и выглядят как что-то среднее между дельфином и китом. Полярный дельфин достигает 6 метров в длину, обладает широкими грудными плавниками и мощным хвостом. Для белухи характерна сезонная миграция стаями. Формируются группы 2 видов – самка с детенышами или несколько десятков самцов. Весной, когда лед в море отступает, дельфины перемещаются на север, к берегам, заливам, устьям рек. Лето также проводят здесь, так как вода теплее и водится больше пищи. Кроме того, на мелководье белухи линяют, снимая верхние омертвевшие слои кожи с помощью трения о гальку или о твердые берега. Миграция дельфинов всегда осуществляется по одному и тому же маршруту в одно и то же место. Дело в том, что белуха помнит свое место рождения и каждый год стремится вернуться туда на летование. Зимой млекопитающие стараются держаться краев обледенелых акваторий. Белухам необходим воздух. Если животные заплывут под слишком толстый слой льда и не смогут его пробить, то погибнут. Это были 10 самых впечатляющих миграций животных. Регулярные перемещения позволяют млекопитающим, рыбам и птицам сохранять свой вид и размножаться. Делитесь в комментариях, миграцию какого животного хотелось бы вам увидеть собственными глазами. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!